Пришла весна, кругом щебечут птицы, деревья одеваются листвой, девушки начинают раздеваться, и в воздухе витает аромат весеннего транша. МВФ регулярно выделяет нам деньги. И все прекрасно понимают, что главное в этом вопросе – наша правда. Если бы она была, денег мы бы не получали. А відчепіться від мене! Наш спикер сегодня впервые добирался на работу общественным транспортом, заранее заказав себе маршрутку со всеми пассажирами. Ведь для того, чтобы лучше выглядеть перед ревизорами, нужно хуже выглядеть внешне. Прямо за цей галстук. Благодаря сегодняшним дорогим гостям многие депутаты узнали, что в Житомире шьют костюмы или что брюки могут натирать ноги. Катюша, вы замечательно выглядите. Да. Мне сказали выглядеть скромно и не вызывающе. Катюша, вы молодец. Ну, хотя бы постаралась. Мы все здесь стараемся, потому что мы очень дорожим отношениями с МВФ. Деньги, которые Европа выдавала нам до этого, мы потихонечку возвращаем. Кто в казино Монако, кто в рестораны Барселоны, ну а кто в борделе Амстердама. Что? Кто будет возвращать деньги? Послушайте, наша задача транш получить. А кто его будет возвращать, Бог его знает. Хотя и он не знает. Шановні колеги, дозвольте привітати в цій залі представника Міжнародного валютного фонду пана Мартіна Йоганхенсона. Фу, дав же Бог фамілію. Хай живе МВФ! Хай живе МВФ! Пане Бриль, ви можете так не надриватися, тому що перекладача в нас немає, а без перекладача він нічого не розуміє. МВФяку на гілляку! МВФяку на гілляку! He talk, welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. Я вас дуже прошу. Давайте хоча б сьогодні в Раді на засіданні обійдемося без бійки. Что, опять прогибаетесь под европейцев? Что вы нам постоянно навязываете вот эти их ценности? Я перепрошую, але саме за ці цінності ми їх і цінуємо. He talk, we love European democracy. Good, it's good. Отже, я пропоную ввести штрафи за бійки в Раді. А вот это уже произвол. Да, у нас в парламенте есть фракции с большими деньгами, но есть же и те, кто перебивается от закона к закону. Тож, регламентний комітет розробив наступний кошторис. What's this? This is new medical страховка. Good, good, very good. Ударити народного депутата по нирках 1000 гривень. В живіт 700 гривень. По голові 500 гривень. Алло! А почему по голове так дешево? Тому що в вашому випадку голова – це не є життєво необхідним органом. Оголосіть, будь ласка, ціни по фракціях. А вже ж, відлупцювати опозиціонера 2000 гривень, радикала 1500 гривень. Цікаво. А чого це нас так недорого, а? А тому що вам це подобається. Зараз я тобі покажу, що нам подобається.
Ну а то, что произойдет дальше, нашему гостю лучше не видеть. Поэтому, как говорил классик украинской политики, пойдем кофе пить. It's time to coffee. Такси! Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо есть. И учитывая то, что мы идем в Европу, сейчас уже 10 часов утра, и это время второго завтрака. А для кого-то и третьего. Господин Йон ланч. What is it? What is it? What is it? Хрен его знает, what is it? Свечка, что это? Капуста! Надеюсь, новозеландская? Нет, новочеркасская. Обычная капуста. А что, других салатиков больше нет? Почему же нет? Вот, целое ведро накрошила. Interesting. Interesting. Света, а что это? Ну, мы же тоже к приезду готовились. Так сказать, обычная украинская столовая. Вот, возьмите сосиску с гречкой, как все украинцы едят. Please. Так вот, как выглядит готовая гречка. Я же ее только в пакетах с агитационными листовками видел. It's a sausage. Вегетариан. Без мяса. А гречка... Гречка. Гречка. This is milk, bread, feed, meat. Все, в общем, для наших пенсионеров. Прошу. Oh, good. Ну все же хорошо. Партия власти. Ну все же хорошо. Вкусно? Oh, yes. Very tasty. Пока все идет по плану. Дешевая еда, пару дешевых комплиментов и очередной транш у нас в кармане. Ну, не у нас, а у нас. О, Дмитрий Леонидович, это, папу не видели моего? Это Жуй-вода Джуниор. Здрасте. Династия. Дед брал кредиты, отец брал кредиты. Даст Бог, и сыну перепадет. А что случилось, Игорек? Так меня в суд вызывают. Растет смена. Отец будет им гордиться. Наверняка у себя в кабинете. Беги. Понял. Спасибо. Пап, беда. Меня в суд вызывают. Папа. Это сердце? Это сердце или что? Что? Это мастерство! И моя задача как отца передать этот дар тебе. Садись. Папа. Корью, ветрянкой, свинкой в детстве болел? Нет. Очень хорошо. Только эти болячки могут затянуть на 2 месяца судебный процесс. А если 2 месяцев не хватит? Тогда... Это инфаркт? Это инсульт. Такие вещи надо уметь различать. А чем они отличаются? Статьей и сроком. Хорошо бы научиться имитировать слабоумие. Работе в ради это не помешает, а в суде поможет. Слабоумие? Ну, тут я в тебе уверен. Идем дальше. Проверь пульс. Нету, папа. Вот. Умение скрывать пульс в суде, сынок, так же важно, как и умение скрывать имущество. Слушай, а если у меня с 1-го раза не получится? Ну что же, с 1-го раза не получится. Потренируешься в тюрьме. Как в тюрьме? Я думаю, лет 15-20 для тренировок хватит.
что-то как. Да, вот здесь. Пап. Ну, Колет. А, шажок. Вот, очень, со стулом убедительно. Так, кашель и выходишь на... Вот молодец. Молодец, Игорек. Ну, давай, вставай. Это у тебя инфаркт или инсульт, Игорек, а? Сынок. Люда, быстро скорую! Быстро скорую, Люда, слышишь? Мне надо скорую. А? Пап, ну что? Я сдал экзамен по поведению в суде. Что, пап? Да что? Это слезы радости. Ученик превзошел учителя. Все, сынок, иди в суд. Алло, Виктор Сергеевич? Здравствуй, дорогой. Там мой к тебе в суд поехал. Да, растут детки. Я слышал, у тебя на таможне фура с мебелью стоит, да? Могу помочь. Ну, я хочу, чтобы ты сидел на мягком диване. И сынок мой, чтобы тоже сидел на мягком диване. Ну, что ты. Это не шантаж. Это дружба. Дорогая, я дома. Ну, наконец-то. Юра, ну ты же обещал вернуться в 6, а не в пятницу. Где ты был всю эту неделю? А я теперь всегда так буду приходить. Потому что с их паршивой иномарки я пересел на нашу отечественную Ладу Калину. Кстати, а в воскресенье пораньше не разбуди. А то мне аж во вторник на работу. Ой. Юр, я что спросить хотела. А в душ ходить это что, тоже не патриотично? Ты понимаешь, от тебя уже русским духом за версту несет. Правильно. Потому что наш душ не наш. Кафель испанский, кран немецкий. Ну и что? А то, что был бы кафель хотя бы крымский, то душ был бы наш. Но вообще не могу я в этой бандеровской днепровской воде мыться. А святой мне Женя. Юра, она не святая, она просто очень горячая. Что? Да любая вода, подогретая нашим русским газом, автоматически становится святой. Хорошо. Не хочешь мыться, не надо. Ну и ужинать мы будем, как русские дворяне. В смысле? Подальше от меня. Ты с одной стороны стала, а я с другой. Да. Хорошо, учишься. Юрка, да я серьезно, хотя бы переоденься. Зачем? Послушай, ну это же не хохлы придумали переодеваться после работы. Ясен пень, не хохлы. Все, что придумано в этом мире, придумали мы, русские. Да. Ладно, принеси там мою майку и шторты. Шо? Да не шо, а что? Шторты, говорю. Может, все-таки шорты? Это у хохлов шорты, а у нас шторты. Что у на ужин? Борщ. Что? Папа, дура! Мне, послу Российской Федерации, украинский борщ предлагать. Ну, есть какие-то нормальные продукты, отечественные? Есть. Колбаса московская. Московская. Ты видел, кто ее производит? Кременчуг. Ну хорошо, хочешь, сыру поешь. Российский, хороший, без ГМО. Российский, без ГМО, сделано во Львове. Да ты знаешь, сколько львовяне в этот сыр ГМО напихали? Ну ничего, а вот не даст им МВФ кредит. Вообще жрать будет нечего. Так ты будешь есть или нет? Буду. Только дай мне нормальных продуктов. Креветок, киви, ананасов всяких. Ну так это же продукты вражеских государств, Юрочка. Здрасте. Ну с каких это пор Беларусь стала нам вражеским государством? Ну есть что-то наше, исконно русское. Есть. Водка. О. Вот я и накушаюсь. Насыпай. Ой, ой, хорошо.
Хорошо. Учишься. Шановні депутати, я нагадую вам, що для того, аби ми отримали гроші від МВФ, нам треба проголосувати за проект змін до пенсійної реформи. Тож ставлю це питання на голосування. Прошу. Рішення не прийнято. Отсутствие интереса к пенсионной реформе вызвано тем, что старость самих депутатов давным-давно обеспечена. И исходя из того, насколько она обеспечена, можно сделать вывод, что некоторые избранники собрались жить вечно. Господин Бирюк, вы опять попались. В то время как будущая транша зависит от принятия пенсионной реформы, вы проворачиваете какие-то дела на стороне. Что такое? Да, и я как раз со своим коллегой, соавтором законопроекта обговаривал нашу пенсионную реформу. Ну тогда почему в переписке фигурируют огромные суммы денег? Какие деньги? Я спросил, сколько у нас в стране бабок, в смысле пенсионерок. Ну да, и он вам ответил 13 миллионов долларов. Тут даже речь не о гривнях, а о долларах. Побойтесь Бога. Дол – это сокращенно от слова «долгожители». И он мне ответил, что у нас в стране сейчас 13 миллионов долгожителей, то есть пенсионеров. В конце концов, есть статистика, проверяйте. Если речь не о деньгах, тогда почему вы у партнера спрашиваете про свою долю? Девушка, вот почему вы все время перекручиваете, а? Да, я написал слово «доля». Да. И поставил знак вопроса. Потому что я занятой человек. У меня нет времени спрашивать, Геннадий Борисович, а вы знаете, какая тяжелая доля у наших пенсионеров? Поэтому я просто написал «доля». Ну тогда почему дальше в переписке вы обсуждаете какие-то проценты, 50 на 50, ну и так далее? У вас совести нет. А бабушка у вас есть? 50 на 50. Это пенсионный возраст. Мой коллега предложил, что мужчины и женщины в этой стране должны выходить на пенсию в возрасте 50 лет. Я не согласился и предложил свой вариант. Вы имеете в виду 30 на 70? Да? А что? Я считаю, что женщины в нашей стране должны выходить в 30 лет, ну а мужчины, соответственно, в 70. В конце концов, мы должны беречь наших пенсионеров. Хорошо, тогда какое отношение к пенсионерам имеет ваш новый дом, который вы строите на Сейшельских островах? Ну что же вы за люди-то такие, а? Журналисты. Вот вы, девушка, сейчас испортили сюрприз. Да, я строю дом. Но это ведь дом престарелых. Должны же наши пенсионеры хотя бы под конец жизни пожить по-человечески. Вот вам, девушка, сколько лет? 30. А вы знаете, что по моей пенсионной программе вы были бы уже пенсионерком? Кстати, что вы делаете на выходные? Вы не против прокатиться на острова? В дом престарелых. Пал Денисович, the best friend Ukrainian пенсионеров. Interesting. Ну что, транш почти наш. Осталось убрать это невероятное слово. Почти. Иван Демидович, у меня к вам дело на миллион. Мільйон – це вже в особо крупних розмірах. Иван Демидович, ну вы же меньшими суммами не занимаетесь. Що треба робити? Чтобы МВФ дал нам транш завтра, мы должны дать им сегодня. Кому? Тому перевіряючому з блокнотиком?
Так вони ж там в Європі не беруть. Иван Демидович, они там в Европе не берут, потому что им столько не дают. Шановні колеги, я прошу вашої уваги. Нам треба вирішити одне важливе питання. Скандал! Ваша коррумпирована страна. Меня пытаться дать взятка. Спокойно. Господин Йонген Хенсон. Дал Бог фамилию. Разрешите от лица Генеральной прокуратуры выразить вам благодарность за помощь в поимке крупного коррупционера. Я ничего не понимать. Сейчас все объясню. Внимание, оперативная съемка. Шайсе. Що? Бумага закінчилась? Да. Вам дуже пощастило. В мене якраз цілий кейс відмінних європейських бумаг. Я не понімать. А що тут понімать? Я допоможу вам, а ви допоможете нам. До речі, ви мене зараз не бачите, але я вам підморгнув. Ну, теперь все очевидно. Задачу взятки арестовывается народный депутат Хабарчук. Це ганьба! У вас немає доказів. А это? Это же ваши туфли. І що? Звичайні крокодилові туфлі за 10 000 доларів? Та це ширпотреб. Так і в кожного депутата є. Ви обличчя покажіть. Нет, здесь вы молодец. Перестраховались. Внимание на экран. Но поскольку все деньги были мечены, и по оперативным данным вы никогда не моете руки после туалета, я могу предоставить еще одно доказательство вашей вины. Гражданин Хабарчук, покажите руки. Дмитро Леонідович, чого ви мовчите? Скажіть щось. Браво генпрокурору! Браво господину Йонген Хенсену! Стоп! Это есть какой-то фарс. Я сомневаюсь, что вы получать кредит. То есть как не получать кредит? Я же не остров на день рождения обещал. Неискушенному зрителю может показаться, что все пропало. Но у нас с МВФ сложились определенные традиции. И новый инспектор решил их просто не нарушать. Оказывается, вы неплохо понимаете по-нашему. Может быть, и читать умеете? Нет, нет. Плохо я читаю. Зато хорошо считаю. Здесь не хватит 100 долларов. Традиция. Я подпишу бумагу на кредит. Но чтобы цирк, который вы сегодня устроили, был в последний раз. И постарайтесь растянуть транш на хотя бы месяц. Не переживайте. Мы справимся за неделю. Что? Шутка. Шутка. Ну вот, если у нас не получается идти в Европу, то Европа в кое-каких вещах становится ближе к нам. Ну, пора прощаться. Сегодня был трудный день. До нового транша.